Вот сегодня я вам расскажу одну очень интересную тему, очень интересный вопрос, с которым я сам столкнулся. Человек подходит ко мне, женщина подходит и говорит: сейчас я намерила у себя высокое давление. Я никогда не страдала гипертонией, но сейчас у меня давление 190/90, как бы высокое верхнее давление. Да ладно, еще бы нижнее, это давление почек. Давайте так разбираемся. Верхнее давление сердечное, нижнее почечное. Верхнее дает сердце, когда качает кровь. Нижнее же давление зависит от осмотического давления крови, то есть от наличия в крови солей. И эти соли должны выводиться почками, и в меру невыведения почками этих солей в крови они остаются, поддерживая высокое осмотическое давление, и это нижнее давление. То есть 120 это сердечное, на 80 это почечное давление. Ну и вот, девочки, 190/90, ну, в принципе, почечное вроде бы, в границах практически нормы, а вот 190 это сердечная очень большая причина, это стресс, это психоэмоциональная нагрузка, там это было сопряжено с определенными действиями в этот день, и вот высокое давление. Ее вопрос: что нужно принять сейчас, какую таблеточку нужно принять сейчас, чтобы давление снизилось? Хорошая тема на сегодня, друзья. Все гипертоники достали свои назначения, достали свои таблеточки. И будем сейчас с вами разбирать, какие таблеточки пить можно, а какие пить нельзя. Потому что, некоторые таблеточки действительно пить нельзя, но они настолько ядовитые, они настолько вредные, что вам их врачи назначают. Именно так, как я только что сказал, они настолько вредные, что вам их врачи назначают, и эти вредные таблетки находятся на первом месте в протоколе лечения гипертонической болезни. Вы об этом тоже должны знать. Поэтому поехали разбираться. В целом для лечения гипертонии стандартно используются 4 группы препаратов. 2 из них это препараты, которые убивают почки, и 2 из них это препараты, которые убивают сердце. Да, много есть препаратов, которые не убивают сердце, не убивают почки. Тот же самый индопамид, он не действует ни на сердце, ни на почки, но их мало применяют в лечении гипертонии. Нет, не потому, что они неэффективны, потому что они мало вредят организму. Услышьте сейчас, в основном таблетки от давления назначают такие, которые вредят организму. Почему так сделано? Потому что оно дает эффективный результат симптоматический, то есть давление снижается, симптом убирается, но за счет большого вреда для органов, на которые идет воздействие. Вред для органов большой, но симптоматическое решение снижения давления быстрое, качественное. И врач, думая о сегодняшнем моменте, не думает о послезавтрашнем дне, не завтрашнем, послезавтрашнем дне, назначает вот эти методики быстрого снижения давления, не заботясь о том, что это скажется на плохую работу органам в дальнейшем. Вот такая у нас сегодня методика лечения гипертонии. К сожалению, это есть, я об этом открыто заявляю. Это неправильные методики. Но давайте смотреть, что же и как лечат. Поехали сверху вниз. Стандартом в лечении гипертонической болезни являются прилы. Это каптоприл, эналаприл, берлиприл, что-то у нас еще, лизиноприл. Все, что наприл, это ингибиторы АПФ, ингибиторы аденозин-превращающего фермента, который отключает регуляцию почками давления. То есть почки давление регулируют в зависимости от необходимости собственной работы. То есть почка для своей работы поднимает давление, почка сама поднимает давление для своей работы. И это прием препарата эналаприл, он как раз отключает этот механизм. И тогда почка не может нормально функционировать. От приема эналаприлов там сразу же отключается механизм концентрационный в почке. В результате почка сразу выдает много мочи.
Моча светлая, моча прозрачная. Это означает, что почка отключена, почка не работает. И от этого почке будет только хуже в дальнейшем. Но энолаприлы, вот эти все. А также есть там специальные препараты, такие сортанового ряда. Это антагонисты рецепторов ангиотензина 2. То есть это та же самая кухня, но еще более тяжелое воздействие именно на почку. Отключает возможность почки работать. Отключает возможность почки чистить вашу кровь. После этих препаратов сортанов, там вальсартан, вальсакор, что там у нас еще, вазар, вот после вот этих препаратов еще хуже почки будет работать. И после нескольких часов, там 6, 8, 12 даже часов, почка, ну когда избавляется от действия этого препарата, почка как бы хочет начать работать. И для этого снова выделяется ангиотензин, сосуды сужаются, давление поднимается, а мы снова пьем таблеточку. И это самое худшее, потому что мы системно не даем почке работать. И уже через пару недель приема энолаприлов человек становится зависимым от него человеком, как наркоман, зависимый от энолаприла. То есть давление поднимается по сути своей именно от того, что человек уже просто не принимает таблетки. Человек становится зависимым от них. Что нужно понять, очень часто к вот этим прилам еще присоединяют мочегонные, но это не только фуросемид, лазикс там, да? Это применяется тиазидового ряда, гидрохлортиазид. Тиазидовые мочегонные, они в принципе идут в комбинации. Энолаприл с гидрохлортиазидом, стандартный наш ЭНАП, энолозит, ну и подобные, каптопресс. Я сейчас не хочу даже перечислять все эти препараты, потому что и тот препарат, он разрушительно действует на почки. Фуросемид отключает концентрационную функцию почек, хороший препарат для противоотечного действия, но не для снижения давления. Он снизит давление, на один раз это можно сделать, но если применять мочегонные постоянно, это ведет к человеку к застойной сердечной недостаточности, и это путь в никуда, это в последняя дорога. Когда человеку уже назначают мочегонные, но это из практики уже врача, то это означает, что человека на протяжении полугода готовят к смерти. Вот именно так, как я сказал, готовят к смерти. То есть, чтобы последние полгодика перед жизнью он хотя бы прожил без отеков, но от того же самого фуросемида почки еще хуже работают. И поэтому тут будет как раз очень большая вред в будущем. Не стоит принимать ни сортаны, ни прилы, ингибиторы АПФ, не стоит принимать мочегонные. Это не вариант лечения гипертонической болезни. Но тогда мы возьмем по горизонтали, пойдем слева направо. Иногда назначают для снижения артериального давления препараты либо бета-блокаторы, это бисопролол, ну, бывший когда-то атенолол, метопролол, бисопролол и все, что на лол там будет. И антагонисты кальция, это коринфар и амлодипин. Нифедипин бывший, коринфар и нифедипин, потом амлодипин, там есть капельки фармадипин. То есть вот принцип дипин, оно будет всегда совпадать, и поэтому вы будете видеть ваши препараты. Кстати, сразу скажу, вы хотите знать препарат, которым вам лечат, не читайте его название. Не читайте, как он называется. Посмотрите в кавычках под названием «действующее вещество». Торговое название фармкомпания просто придумала, это ничего не означает. Вам нужно посмотреть, какое там есть действующее вещество, по нему и ориентируйтесь, чем именно вас лечат. Что является собой бисопролол? Это препарат, который действует на адренорецепторы сердца, и из-за этого он останавливает сердце. Останавливает сердце. Что это означает? Это означает, что действительно бисопролол хороший препарат для лечения тахикардии, частого сердцебиения, тахиформ мерцательной аритмии, то есть это мерцалка, неправильный ритм сердца, с частотой еще и высокой. И бисопролол эффективен вот именно для лечения сердца, да еще и аритмических вот нарушений по сердцу. Когда-то я сниму обязательно видео, даже целую серию видео про сердце, расскажу вам, как его правильно лечить, потому что во многих случаях его лечат неправильно. Но вот этот момент бисопролола не очень хороший для людей, у которых есть проблемы с сердцем, в
то же самое застойные явления по сердцу, то же самое увеличение гипертрофии левого желудочка. Это не очень здорово. Если это еще сопровождается тахиформами, это еще может быть принято. Но если нормосистолия, нормокардия, то есть нормальное сердцебиение, то тогда прием этих препаратов, он вообще может привести к ослаблению ритма сердца и введению человека в блокаду, введению человека в брадикардию. Именно блокаду. Это может усилить некоторые формы аритмии, повторяю, при гипертрофии левого желудочка. Поэтому вот такие препараты принимать только для снижения давления, учитывая, что вы не знаете до конца, какая у вас там идет проблема или состояние с сердцем, опасно, не нужно, не стоит. Да и он не даст такого хорошего воздействия на гипертонию. Он воздействует исключительно через сердце, через адренорецепторы сосудов тоже. Но это не тот вариант, который нужен для оказания неотложной помощи. Амлодипин – препарат более мягкий, антагонисты кальция, которые воздействуют также в первую очередь на сердце, снижая давление через сердце, блокируя кальциевые каналы, уменьшая возможность сократительной функции сердца. То есть амлодипин снижает давление, воздействуя через сердце, уменьшая вот это именно сердечное давление, более логично, более правильно. Но дело в том, что амлодипин – это как препарат, который лечит аритмию, также препарат, который может спровоцировать эту аритмию. Спровоцировать, опять-таки, сердечную недостаточность. Не всегда рациональный, когда есть застойные явления по сердцу, именно по сосудистой системе. И поэтому амлодипин тоже из препаратов, которые не всегда рационально использовать для снижения давления. Там фармадипин, тот же самый фармадипин, капельки накапали на хлеб, съели, давление снизилось. Да, через сердце. Но чем плохие эти препараты, они вообще не решают кардинально проблему того, что давление вообще сделали почки. То есть через сердце мы давление снижаем, а по сути своей проблему почек не решаем. Поэтому эти препараты, что для сердца, что для почек, они не до конца правильные для снижения артериального давления, особенно если это нужно здесь и сейчас, прямо на месте. Тогда вопрос к доктору Голоду. Так, а что же нужно принять, что же нужно делать? Ребята, вы поймите, что вне зависимости от того, что вызвало давление, какой фактор вызвал давление, сама суть патогенеза болезни повышенного артериального давления – это спазм сосудов. Вообще в любой болезни можно рассматривать этиологические факторы, патогенетические и симптомы. Симптомом является в данном случае повышение артериального давления. Причина чаще всего недоработка почек. Но патогенетически все равно давление – это спазм сосудов. Спазм сосудов. Сосуды, гладкомышечная стенка, сосудистые стенки спазмированы. И воздействие, если вы хотите делать правильно и не вредить почкам или сердцу, то воздействовать нужно на спазмированные сосуды. А воздействие на спазмированные сосуды – это, внимание, спазмолитики. Это тот же самый дибазол, миотропный спазмолитик, это тот же самый папаверин, это тот же самый платифилин. Простите, но спазмолитиками является и эуфилин для нашей бронхолегочной системы. Спазмолитики – это старый знакомый друг доктора, клофелин. Не тот, что там клофелин, мы привыкли используется, но именно так он и используется, он сосудорасширяющий препарат. И когда-то, это давно, это вы уже такое не помните, применяли даже клофелин в качестве лечения, нет, не гипертонической болезни, а гипертонических кризов. Что делают эти препараты? Сосудорасширяющее действие. Сосудорасширяющие действия, даже таблеточки были такие, папазол, помню. Что он дает? Он дает кратковременное воздействие непосредственно на мышечную оболочку сосудов, вызывая ее, внимание, ребят, расслабление и непродолжительное, но как фактор снижения артериального давления. Интересно, даст ли это какой-то вред для почек или для сердца? Ответ – нет, не дает. Решает ли эту проблему у человека с давлением? Да, решает.
В чем подвох? А подвох в том, что решает на непродолжительное время. Если вот эти таблетки решат проблему давления на 8, 10, даже 12 часов, то прием того же самого сосудорасширяющего, да что там говорить, ну укол магнезии, сульфат магния внутримышечной и все, и давление снизится. Просто сосудорасширяющее действие. Но это действие непродолжительное. Это действие, оно дает эффект, но не решает также проблему. Это действие сосудорасширяющие препараты, спазмолитики, оно не даст длительного эффекта, ну потому что его и не нужно. Когда я провожу снижение давления, моя главная задача решить проблему сейчас устранения симптомов, воздействия на патогенетический процесс и не вредя сердцу или почкам. А вот лечение гипертонии, ребят, простите, но это лечение гипертонии, это включение почек. А включение почек это простые 2-3 фактора. Первый фактор, вам нужно пить достаточное количество воды, поэтому уж извольте, хотите, чтобы не было гипертонии, пейте воду. Второй и третий фактор это прогревание почек, прогревание ног. Прогревание почек, чтобы туда хорошо приходила кровь и чтобы почки начали ее чистить. Прогревание ног, потому что от холодных ног как раз и не работают почки. А для этого нужен вот такой вот турманевый коврик. Только турманевый коврик с прогреванием почек, прогреванием ног – это не решение проблем гипертонического криза. Это решение проблем гипертонии. Это лечение гипертонии. То есть делать так, чтобы давление не повышалось в будущем. Нужно понимать, что решение проблемы гипертонического криза – сосудорасширяющие препараты, спазмолитики. Как когда-то у бабушки давление высокое, клофелин укололи, и давление низкое, и все хорошо. Но ведь оно же повысится через несколько часов. Причина-то не устранена. Правильно, ребята? Потому никогда не нужно путать неотложную помощь и лечение. Неотложная помощь – это сосудорасширяющие спазмолитики. Они уберут симптом на непродолжительное время. А дальше никто не отменял. Становись и начинай системно лечить твои почки, лечить твою гипертонию, чтобы почки не делали тебе давление. К сожалению, современная медицина так не делает. Она за счет уничтожения либо почек, либо сердца, она просто решает проблему. Человек пьет от давления таблетки, но, к сожалению, это вредит его здоровью. Сегодня была для вас информация такая о препаратах, о таблетках, которые следует принимать от давления. Ребят, вот эти вот точно не следует. Вот этим не убивайте себя. Я не буду вас перегружать информацией, на сегодня все. Но лишь хочу перед тем, как попрощаться, сообщить. Ребят, если у вас еще остаются какие-то вопросы, в комментариях, вы же видите, я сам их читаю, я сам на них отвечаю. Пишите ваши вопросы и темы для следующих видео, которые я буду здесь вам показывать на канале у меня. И я думаю, что ваши комментарии станут темами следующих роликов. Не забудьте подписаться, обязательно проконтролируйте, чтобы вы были подписаны на канал, чтобы у вас был колокольчик. Обязательно за сегодняшнее видео. Мне приятно, когда количество просмотров и количество лайков совпадает, или хотя бы мало чем отличается. Поэтому, согласно валюте Ютуба, за оплатой за сегодняшнее видео, это лайк, это вам, кстати, денег не стоит. Ну и поделитесь этим видео со всеми, кого вы знаете с гипертонией, чтобы они тоже понимали, какие таблетки можно пить, а какие таблетки пить точно не нужно. Ну вот такая сегодня информация для вас. А так, прощаюсь с вами, остаюсь всегда ваш доктор Голод Владимир Мирославович. До свидания, друзья!